Помещик — баловень судьбы, чья счастливая участь была лишена тягостных дум о мирских проблемах, но была полна приятных впечатлений и творческих событий. Именно такое мнение сложилось у нас о сословии людей, владевших землей и крепостными крестьянами в Российской империи. Насколько правдив этот образ, и как проводили время русские дворяне в расцвет абсолютизма и крепостничества со второй половины XVIII века? Сколько было помещиков на Руси? Расцвет русского сельского помещичества начинается с 1762 года, когда Петр III освободил дворян от обязательной государственной службы. До принятия манифеста барин находился в имении всего несколько недель в году. Теперь дворяне массово переезжали в деревни, обустраивали усадьбы и налаживали сельский быт. Обычный помещик, сельский житель. Городские аристократы, тратившие деньги налево и направо, встречались редко. Обычно они занимали средства у знакомых, впоследствии расплачиваясь за долги имуществом. Получать доход удаленно не могли, эффективно управлять деревней можно было только находясь в ней. По данным 10-й переписи населения, к 1860 году в России насчитывалось более 103 тысяч помещичьих хозяйств, владевших 10,7 миллиона душ крестьян. Малоимущими считались дворяне, имевшие в собственности менее 20 работников. Типичный помещик же владел 100-500 душами. Такие составляли 41% от всех дворян. С 1649 года вся собственность крестьян стала признаваться собственностью помещика. С 1675 года крестьяне потеряли личную свободу, а в 1767 году были лишены возможности жаловаться на своего господина. Таким образом, к середине XVIII века барин всецело владел и распоряжался не только хозяйством, но и людьми. Как выглядела барская усадьба? В своей усадьбе барин жил с середины весны по конец осени. Зимой дворяне любили перебираться в столицу или же уезжать за границу, где тратили вырученные с урожая деньги, радовались жизни и вели светскую жизнь. Усадьбу старались сделать как можно комфортнее. На внешнее и внутреннее убранство тратились огромные деньги. Дворяне отдавали предпочтение английскому или голландскому архитектурному стилю и интерьеру. Место для дома выбиралось особенно живописное, на берегу реки или пруда. Хозяйский дом чаще всего был невысокий, в 1-2 этажа. Усадьба обязательно имела свой сад или прогулочный парк. Украшением являлись небольшие мосты, перекинутые через ручьи и овраги. Распространенным увлечением было создание подобия греческих руин, строительство беседок, летних домиков и установка мраморных статуй. В каждой усадьбе были конюшни, кладовые, псарни, бани, церковь и комнаты для дворовых людей. Барское жилье непременно имело 2 кабинета. В одном работал хозяин, в другом — его супруга, несколько спален, уборную, кухню, буфет и гостиную. Чем занимался помещик в деревне? На самом деле, все зависело от характера дворянина. Если помещик ленился, то он просыпался, когда вздумается, занимался тем, чем придется, и не утруждал себя какими-либо заботами, верив все дела управляющему. Однако таких лентяев было мало. Как правило, барин лично управлял имением, контролировал сельхозработы, осуществлял необходимые закупки, расширял и обновлял хозяйственные постройки, подсчитывал оброк и в целом сам вел всю бухгалтерию. Согласно писателю XIX века Владимиру Адоевскому, хозяева вставали в 6-7 утра. После завтрака барин обсуждал с приказчиком задачи на день, а хозяйка контролировала работу по дому и занималась детьми. Работа продолжалась до обеда. Вторая половина дня и вечер — пора развлечений. Список забав разнилась от интересов человека. Наиболее популярными признавались конные прогулки, охота, пикники, баня, музицирование, чтение, занятия искусством, а также театр и спектакли, поставленные крестьянами. К слову, обращались с крепостными по-разному. Иногда они принадлежали помещику лишь на бумаге, на деле управлялись самостоятельно и должны были лишь платить оброк. Однако в большинстве случаев относились к ним как к имуществу, вгоняя их в кабалу и часто отбирая нажитое. Вопреки распространенному мнению, питались помещики просто. В меню входили только те продукты, которые производились в самом имении или оказались добыты на охоте. Деньги до продажи урожая береглись. Поездки на рынок и вообще выход в свет летом были редкими явлениями. День дворянина заканчивался с заходом солнца. Накопленные деньги помещики обычно откладывали на зиму. Тогда можно было поехать в путешествие, погрузиться в атмосферу балов, купить подарки и так далее. Как итог,
помещик не был лишенным забот человеком. Приходилось трудиться и работать. Но их жизнь была точно легче крестьянской, и расставаться со своим имуществом, в том числе и крепостными, они не торопились. Меняться ситуация начала лишь в 1861 году, после отмены крепостного права, и растянулась еще на десятилетия. Классическая литература оставила нам немало колоритных образов помещиков. Усадьба, поместье, родовое имение звучит романтично, так и слышится хруст французской булки. Некоторые подробности дворянского быта увековечены классиками, а что-то уже забыто. В данном посте речь пойдет о помещике-крепостнике средней руки, не бедном, но и не богаче, в его усадьбе и тех, кто в ней обитал. И, конечно, картины, на которых можно увидеть типичные усадьбы. Часть написана позже, но вполне передает дух времени. Говоря о типичном дворянском гнезде, стоит учитывать, что понятия о бедности и богатстве вообще растяжимы. До наших дней дошли добротные дома, часто охраняемые из-за их исторической ценности. Типовой застройки почти не сохранилось. Еще один нюанс — стоит разделять понятия имение и усадьба. Под усадьбой, как правило, понимают барский дом, связанный с ним хозяйственные постройки, иногда прилегающий парк. Усадьба могла располагаться и в городе, и быть частью имения. Под имением в дореформенной Российской империи подразумевался земельный надел, обычно жившими на этой земле крепостными, если таковые имелись, иногда лесом, а полноценной усадьбы там могло и не быть вовсе, просто гостевой домик для заехавшего по делам барина. Даже к концу XIX века абсолютное большинство городских зданий было деревянными, а загородных тем более. Об архитектурных стилях вдали от крупных городов долгое время не задумывались, и большинство усадеб до конца XVIII века там представляли собой обычные деревянные дома, просто значительно больше крестьянских и с несколькими комнатами. Причудливый стиль барокко провинциальных помещиков почти не затронул. К концу XVIII века победное шествие пришедшего ему на смену классицизма добралось и до далеких от столицы губерний. В них активно возводятся однотипные здания. Иногда двухэтажные, иногда одноэтажные с мезонином, как правило, с колоннами. После нашествия Наполеона в пострадавших от пожаров регионах такие здания стали строиться массово и в итоге простояли не одно десятилетие. На картине «Бабушкин сад» Поленова как раз изображено подобное обветшавшее дворянское гнездо. Увидеть подобные усадьбы можно и на других картинах с сюжетами из жизни провинциальных помещиков. Со временем менялась только начинка зданий. Типичная усадьба в стиле классицизм обычно имела комнаты, расположенные анфиладой, то есть все они были проходными, а коридоров могло и вовсе не быть. Представления о приватности были другими, и многих это не смущало. Иногда ставили ширму, вот и вся приватность. Супружеские спальни могли делать конечными в череде помещений. Позже коридоры все же появились, и комнаты стали делать отдельными. У небогатых помещиков могло быть несколько жилых комнат и еще несколько, как сказали бы сейчас, технических помещений. В домах помещиков побогаче комнат было больше, и они делились на парадные и жилые. Под парадными подразумевались те, где бывают визитёры. Обычно их старались лучше обставить. В некоторых домах отдельные парадные помещения открывались только для гостей, а в остальное время их могли даже не отапливать. Они, как правило, выходили окнами туда, где был наиболее красивый вид, в городах на улицу, а жилые комнаты часто во двор, в имениях в парк и на хозяйственные постройки соответственно. Довольно часто спальни располагались на так называемых полуторных этажах, где потолки были раза в 1,5 или 2 ниже. Стены и потолки чаще всего обклеивали холстами, иногда бумагами, и сверху белили или красили. Иногда в краску добавляли клей, и такую поверхность можно было мыть. В конце XVIII века, начале XIX было модно расписывать стены, например, пейзажами, как тогда говорили баскетами, от французского «роща». Затем моднее стали однотонные стены, обычно яркие, например, синие, красные и так далее. Бумажные обои поначалу были редкостью, стоили дорого и массовым явлением стали только ко второй половине XIX века. Штофные обои, то есть ткани, которыми стены в прямом обивали, были в основном в богатых домах. О дореволюционном ремонте подробный пост тут. Из книги Водовозовой «На заре жизни. Помещичьи усадьбы Смоленской губернии» описаны так. В то давно прошедшее время, то есть в конце 40-х и в 50-х годах XIX столетия, дворяне нашей местности, по крайней мере те из них, которых я знавала, не были избалованы комфортом, вели они совсем простой образ жизни,
и их домашняя обстановка не отличалась ни роскошью, ни изяществом. В детстве мне не приходилось видеть даже, как жили богатейшие и знатнейшие люди того времени. Может быть, вследствие этого мы, дети, с величайшим интересом слушали рассказы старших о том, с каким царским великолепием жили те или другие помещики, как роскошно были обставлены их громадные дома, походившие на дворцы, какие блестящие пиры задавали они, как устраивали охоты с громадными сворами собак, когда за ними двигались целые полчища псарей, да езжачих. Ничего подобного не было в поместьях, по крайней мере верст на 200 кругом. Не говоря уже о мелкопоместных дворянах, которых было особенно много в нашем соседстве, но и помещики, владевшие 75-100 душами мужского пола, жили в небольших деревянных домах, лишённых каких бы то ни было элементарных удобств и необходимых приспособлений. Помещичий дом чаще всего разделялся простыми перегородками на несколько комнат, или точнее сказать клетушек, и в таких 4-5 комнатюрках, с прибавкой иногда флигеля в 1-2 комнаты, ютилась громаднейшая семья, в которой не только было 6-7 человек детей, но помещались нянюшки, кормилица, горничные, приживалки, гувернантка и разного рода родственницы, незамужние сестры хозяина или хозяйки, тетушки, оставшиеся без куска хлеба, вследствие разорения их мужьями. Приедешь, бывало, в гости, и как начнут выползать домочадцы. Просто диву даешься, как и где могут все они помещаться в крошечных комнатках маленького дома. Совсем не то было у нас, в нашем имении Погорелом. Сравнительно с соседями у нас был большой, высокий, светлый и уютный дом с 2 входами, с 7 большими комнатами, с боковушками, коридором, с девичьей, людской и с особым флигелем во дворе. Но и наш дом поражал своими размерами, только сравнительно с очень скромными домами наших соседей. Он был построен моим отцом вскоре после его женитьбы, и, как все, что он устраивал, свидетельствовал о том, что он любил жить на более широкую ногу, чем позволяли ему его средства. Отношение к детям было не столь сентиментальным, как сейчас. Многие воспринимали их не столько как цветы жизни, сколько как тех, кто еще не заслужил права быть взрослым. Их часто селили всех вместе в одну комнату, и туда же отправляли нянек и т.д., даже если были пустующие комнаты. В доме, кроме спален хозяев, обычно были гостиная, столовая, кабинет хозяина, иногда кабинет хозяйки и библиотека, а еще девичья, где часто жила и работала женская прислуга. Для остальной прислуги была людская. Это могла быть в виде отдельной комнаты или отдельного строения. На 1-м этаже располагалась кухня. В некоторых домах были туалеты, но чаще до массового внедрения канализации прислуга выносила горшки в выгребную яму. Иногда были оборудованы ванные комнаты, но опять же, до массового внедрения водопровода воду в ванну и из ванны носила прислуга. Во многих богатых усадьбах были оранжереи. В них разводили не только цветы, но и фрукты и овощи. Особым шиком в первой половине XIX века считалось вырастить фрукты не по сезону и вкатить цветущее или плодоносящее дерево прямо в катке во время обеда с многочисленными гостями. Но все-таки большинство благородий жили довольно скромно. Из воспоминаний Водовозовой дедушка Степан Михайлович был помещиком средней руки. Он имел 2 имения и, кроме того, владел еще маленьким фольварком, Васильковым, находившимся в верстах в 18 от Бухонова. Крепостных у него было более 100 душ. Жил он в большом доме, но так плохо поддерживал постройку, что она после его смерти совсем развалилась, а скоро затем была растаскана по бревнам. Несмотря на это, он вел хозяйство на широкую ногу, держал огромный штат прислуги, девок, лакеев, казачков, кучеров, имел и выездных лошадей, и несколько экипажей, но свободных денег, как это было тогда и с другими помещиками, у него никогда не было. Как только в них являлась необходимость, приходилось экстренно продавать что-нибудь из имения, какой-нибудь лесок, нескольких лошадей или коров и крестьян целыми семьями. Девки, они же сенные девушки, от слова «сени», выполняли разные хозяйские поручения, шили или чинили одежду, занимались рукоделием. Они изначально ждали в сенях поручений, но позже сместились в девичью. В сенях или на крыльце чаще всего сидела девочка-подросток. Она встречала гостей и звала хозяев, если кто-то приходил, такой своего рода звонок.